Вот такая вот стильненькая приставка сегодня у меня на обзоре. X96 Mini Plus. Это продолжение серии бестселлера X96 Mini на новом процессоре S905W4, который также пришел на смену процессору S905W. Перед просмотром не забываем подписаться на канал, поставить лайк данному видео и также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Как вы знаете, на рынке уже есть модель X96 Mini, она пользуется очень большой популярностью, и вот на смену данной модели и пришла как раз вот такая вот обновленная стильненькая приставочка X96 Mini Plus на совсем другом процессоре, хотя он и является, скажем так, обновленной версией процессора S905W. Мы протестируем данный процессор, просмотрим, что же за возможности есть у данной приставки. Я скажу вам сразу, что она выглядит намного симпатичнее, чем Минька. Она в таком вот в большем корпусе по размерам имеет такой вот красивый дизайн. Изменился также внешний вид. Здесь уже расположен дисплей. Также наличие двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь также заявлен Bluetooth. Мы проверим, есть ли он. Просмотрим, как она работает. 4К видео, 30 FPS, 60 FPS, работает ли вообще. Здесь у нас 100 мегабитный LAN порт, есть два USB порта 2.0 и есть HDMI 2.0. Также есть выход под AV, под аналоговый обычный выход под тюльпанчики, но уже нет выхода под выносной инфракрасный датчик, который был на Миньке, на обычной. Здесь также выполнено достаточно много вентиляционных отверстий, как с внешней стороны, то есть сверху вот здесь, так и с обратной стороны. Да и корпус весь вот такой вот красивый. По бокам он глянцевый. И сверху вот такой матовый с таким красненьким, видите, кантиком. Достаточно симпатично смотрится, скажем так. Версии, которые бывают в этой приставке, это версия 1.8, 2.8 и 2.16. Это максимальная версия у меня 2.16. Самая заряженная, скажем так, мы ее будем тестировать. Размер данного TV-бокса 10,5 на 10,5 сантиметров, и 2 сантиметра он вот так вот в высоту, то есть побольше, чем была X96 Mini. Основные характеристики: процессор S905W4, это процессор четырехъядерный ARM Cortex A53, 4 ядра по 1,2 ГГц. Графический процессор Mali 450MP, 750 МГц. Операционная система здесь уже стоит Android 9. Посмотрим, как это все выглядит в данной приставке. Скажу сразу, что есть некоторые там нюансы. Я подключил пульт с гироскопом и голосом и был удивлен. Здесь также есть AV-порт, аналоговый со стереовыходом, кстати говоря. Есть оптический выход для подключения звука. Видеоформаты 4К заявлено в 30 кадрах, но мы проверим и 60 кадров в секунду. Здесь 100 мегабитный LAN порт и двухдиапазонный Wi-Fi 2,4-5 ГГц. И также здесь должен быть на борту Bluetooth модуль. Мы его также проверим, есть ли он здесь. Приставка поставляется вот в такой вот красивой, симпатичной коробочке. Нарисован внешний вид приставки. Достаточно стильно смотрится. X96 Mini Plus. 4К гордо красуется на боковых стеночках данной коробочки. 4К, Android TV Box, более никакой информации. С обратной стороны, как и ранее, здесь указывается объем оперативной памяти. У меня это 2.16. Вот такая в виде вот в такой вот наклеечки. Откроем данную коробочку и видим саму приставку, как обычно. Размеры здесь 10,5 на 10,5, она побольше, чем была Минька. Mini Plus вот так вот здесь указано. И здесь же такая вот симпатичная полосочка на самой приставке. Сверху она имеет такой вот матовый пластик, выполнен в такой вот матовый пластик. И здесь на каждой из сторон глянцевый также пластик. И есть небольшие отверстия, как мы видим, под вентиляцию по периметру всей приставки. И также эти отверстия есть внизу, вот так вот сделаны. Я надеюсь, что это поможет приставке не греться сильно. Информация: Android Player, X96 Mini, память и MAC-адрес. Более никакой информации здесь нет. Порты, как я сказал, питание, SPDIF оптический, USB
точнее HDMI 2.0, 100 мегабитный здесь LAN, будьте внимательны, и AV разъем. Нет уже инфракрасного, разъем для инфракрасного порта. AV, кстати, со стереозвуком. Пломба стоит. И два USB порта 2.0 здесь порты, разъем под TF-карту. Здесь находится дисплей, который отображает информацию о подключении HDMI, CVBS, также USB накопителя и показывает время. Также я вижу здесь какую-то вот нестыковочку, но возможно это здесь все сидит плотно, а вот здесь, где дисплей, как-то вот так оно играет. Ну, это не суть важно, роли большой не играет, смотрится приставка солидно по сравнению с X96 Mini. Также в комплекте у нас есть, как обычно, блок питания. Немножко он уже другой формы, такой квадратный, скажем так, 2 ампера, 5 вольт. С длинным таким кабелечком достаточно. Часто бывает, что кабель этот короткий в комплекте, но здесь он хорошей длины. Как обычно, инструкции как таковой нет. Но она и не нужна нам. И HDMI. HDMI, кстати, очень даже хорошего качества. По сравнению даже вот в дешевых приставках, длинный и неплохого такого качества HDMI положили в комплект. Конкретно в этой приставке, которую прислали мне, хороший HDMI. И здесь же стандартный минковский пульт. Батареи, кстати, как обычно, из Китая не приходят. Это медиацентр, а программируемых кнопок здесь нет. Не было и нет. Щелкают приятно. Кстати, пульт достаточно качественно выполнен. Также пластик вот такой вот качественный. Ну, мне нравится пульт. Удобно и качественно. Давно не встречал таких вот в бюджетных моделях достаточно качественных пультов. Не будем воспринимать это как какую-то мою рекламу данной приставки. Абсолютно нет. Мы просто делаем честный обзор и будем сейчас ее тестировать. И посмотрим, что же она нам покажет в тестах. Запускаю я приставочку, и что я вижу? Вижу вот такую вот прикольненькую стартовую панельку плиточную, которая достаточно будет удобно пользоваться под вот такой вот пульт, который в комплекте. Я подключу сейчас мышь, обычную компьютерную, но не потому, что мне не нравятся китайские вот эти вот пульты, как мне кто-то написал в комментариях, а потому что мне удобно с точкой опоры работать именно мышкой вот здесь при обзорах. И что я сразу вижу? Посмотрите, какой курсор мыши. Вот сейчас, если вы видите на значке Google Chrome, вот это вот курсор мыши. Вот это пульт. И как здесь работать с таким курсором, я вообще не понимаю. Вот это курсор мыши. И просто это как будто какая-то точка, пиксель какой-то движется. И смотрите, вот я сейчас навожу. Вот здесь на зеленом фоне еще как-то видно. Вот на YouTube. Вот это вот мышка. Вот это вот курсорчик, который бегает здесь, это вот курсор мыши при подключении такого вот пульта. Из коробки, как видим, здесь мы сразу видим Google Play, Netflix, Chrome, YouTube. Не знаю, как работать с такой мышкой. Попробую попасть в Settings и увеличить. Вот Settings. Здесь Settings. Захожу в настройки. В настройках видим приложение, Device Preferences и Remote. Попробую попасть вот на Device Preferences. Изменим сразу язык на русский. Для меня будет удобно так. Есть русский и украинский. Это без проблем. Но попасть таким вот курсором достаточно сложно. Так, что у нас получилось? Все, язык переключился. Давайте зайдем. Информация об устройстве. Название X96 Mini Plus. Mini Plus 1, кстати, написано. Модель Mini Plus 1, версия 9, IP-адрес недоступен, потому что еще не подключался. Версия сборки 2020, 22, 12 2020 года. Ядро 49113. Зайду в специальные возможности, попробую сделать крупный указатель мыши вот здесь в меню. Вот так, уже лучше. Но обычно крупный указатель мыши достаточно больших размеров. Здесь, как видим, он становится нормальным только когда вы включаете вот данный пункт меню. Теперь уже более-менее можно как-то пользоваться. Давайте Droid Settings зайдем. HDMI SIG есть. Меню Audio Output выглядит следующим образом. Dolby Sound, Line RF и отключение есть. Digital Audio форматы. Назначение кнопок питания Shutdown, так же как и было ранее. Keystone Correction никуда не ведет. More Settings, мы попадаем в меню обычного андроида. Выходим и мы видим здесь камера зачем-то, настройка, файлы,
App Installer, KD Player, Netflix Online Update, YouTube и Web View Browser и Media Center Miracast. Ну что же, перейдем к тестированию, давайте посмотрим. Тут, кстати, обнаружил интересную вещь такую. Если мы сейчас зайдем заново в настройки устройства, которое находится вот здесь в Apps, а в настройках, если мы заходим и отключаем крупный указатель мыши в спецвозможностях, как это я показывал в начале, вот у меня отключен, то указатель уже обратно не становится таким, как был маленьким. То есть это какой-то изначально какой-то баг в прошивке. Он даже увеличивается немножко. Хотя нет, он не увеличивается, но он и не меняется вовсе. То есть вот так вот с указателем мыши какая-то есть проблемка. Давайте перейдем к тестам и для начала запустим AIDO. Я уже установил несколько приложений. Самое интересное, посмотрим информацию по данной приставке. iMlogic производитель, X96 Mini Plus 1, плата P281, 2 гигабайта АЗУ и 1987 мегабайт всего памяти, доступно 10 гигабайт. По Bluetooth версия 2.x, 3.x. Вот такая вот версия Bluetooth. По процессору Cortex A53 1200 МГц, 64 бита, ARM V8. Отображение Mali 450 MP, 50 Гц. Здесь также идут расширения следующие. 5 ГГц указано, что она не поддерживается, хотя она поддерживается здесь. Сейчас я покажу, и мы увидим, что 5 ГГц здесь поддерживается. Android 9 Pie, устройство с root доступом. Указано, что есть root доступ. Температура на данный момент 61 градус, но мы сейчас установим, подключим монитор. Кодеки вот такие есть здесь на данной приставке. Следующие варианты кодеков по AIDA 64. Все, давайте установим монитор, чтобы мы смотрели температуру. Выходим из меню, и теперь можно будет наблюдать температуру. Сейчас у нас ничего особо не запущено, никаких процессов. Я уже все установил. Здесь вверху мы видим вот такие вот значки, при нажатии на которые ничего не происходит. Я подключил уже Wi-Fi. Wi-Fi 2.4 сейчас подключено. И давайте с него и начнем тестировать. Сеть Wi-Fi. В Wi-Fi мы видим 5G. Вот она, сеть 5G. Я ее подключал. Подключимся к 5 гигагерцовой сети, и роутер этот находится на удалении примерно 2 стен, то есть это стандартная квартира, и видим сигнал слабоват немножко. Протестируем Wi-Fi 5 ГГц, который находится на небольшом удалении через 2 стены, 6 миллисекунд пинг и вот такая скорость. Давайте протестируем теперь Wi-Fi 2.4. 2.4 у меня здесь также два варианта. Подключимся к роутеру, который находится в одном помещении. Вот он на столе у меня стоит здесь. Также роутер 2.4, обычный TP-Link, обзор на который есть уже на моем канале. Температура поднимается уже почти до 70 градусов. Сама приставочка немножко теплая. Итак, с сетью, которая находится рядом, более-менее ситуация ясна. Зайдем еще раз в настройки Wi-Fi и теперь подключимся к роутеру 2.4, который находится немного подальше. Сейчас почему-то его вообще нет. Только 5 ГГц. Отключим Wi-Fi, подключим его заново. 5 ГГц я вижу здесь есть, а 2.4 подключиться к 5. Возможно, это как-то повлияет на ситуацию. Температура рабочая, как видим, где-то 67-70 градусов. Про игры, конечно же, разговор не идет. Здесь вот появился 2.4 Xiaomi Dom. Так, подключились мы к сети, которая находится на удалении, сеть 2.4. Ну, как я понимаю, здесь тест мы не пройдем. Давайте запустим throttling тест. Я отключаю Wi-Fi соединение.